Продолжаем работу с нашей корзинкой. С нашей суперовальной корзиночкой. Да? Мы будем ручки. Я сейчас вставила с каждой стороны с одной, со второй стороны по 6 трубочек. Сейчас пойду их. Трубочки у меня все разной длины. Сейчас покажу. Я их буду постепенно подставлять. Новые. Ну, таких загрызочек немножко делаю. Дальше что я делаю? Мы будем делать сейчас черновую с вами обмотку. И я нашла на просторах интернета очень красивый прошивной вид ручки. И решила его вместе с вами попробовать и показать. Как я делаю черновую обмотку? Ну, в принципе, это всем уже давно показано, всеми давно известно. Я подставляю трубочку, 7. Можно капать клея. Я ее сплющиваю, она у меня влажная. И начинаю обматывать свои трубочки. Я их немножко сплющиваю тоже, чтобы они у меня были приплюснутые. То есть двигаюсь вот в таком направлении. Наращивание у меня будет здесь. Конечно, я буду стараться делать сзади. Вот так. И так дойду до того момента, пока не соединятся мои стечки. Так, сейчас я здесь прищепку прихвачу, чтобы у меня не распустилось. Я буду делать ее небольшой, то есть где-то вот так. Вот. То есть мне даже подставлять ничего не надо будет. Я просто сделаю обмоточкой до конца. Обмоточку сделаем и покажу, что будем делать дальше. Вот хотела вам показать, как я соединила скотчем бумажным свои 2 половинки ручек. И дальше проплетаю все то же самое. Плету вокруг. Трубочка у меня очень влажная. Ширина полосы трубочек, накрученная на полосу, ширина 10, длина 40. И вот здесь вот главное очень плотненько все плотненько, чтобы было, да, у нас. Обрезаю, наращиваем на полимерный клей. Трубочки у меня заранее подготовлены. Капаю туда сразу клей, для того, чтобы уже не мучиться с этим. И иду на обмотку дальше. Вот такая у нас черновая обмоточка.
Я доделаю до конца. И в конце покажу, как я этот хвостик буду свой прятать. Ну вот, я дошла до конца. Буквально сделаю еще один виточек. И вот так вот получается у меня. Обрезаю трубочку наискосок. И хвостик прячу к стоечкам. На камеру это не очень удобно, конечно, поэтому... Вот таким образом я спрятала стоячок свой вот сюда, к этим стоячкам же. Что делаю дальше? Дальше я подставила еще одну рабочую трубочку и ей буду оплетать еще раз, но уже прямо ровно стараться. Проплетаю, делаю виточек. Дальше я беру еще одну трубочку, смазала ее клеем кончик, подставляю так вот хвостик. И с хвостиком уже обматываю. Тоже 3 виточка делаю. Дальше нам надо как бы прошить, да, наше изделие. Сейчас я наращу вот эту трубочку. Наращу я впереди, чтобы виточком наращивания закрыть. Подготовила трубочки. Сейчас попробую схватить вот так хвостик, чтобы не убежал. Так, ну смотрите, вот я один стежочек сделала, да, у меня пойдет следующий стежочек уже. Как я это делала, сейчас я покажу на следующем. Я прокручиваю 3 раза. Да, 3. Это будет у меня 4. И здесь я делаю вот такое движение. Я положила наискосок трубочку, сделала петельку в ней такую и просунула внутрь свою рабочую трубочку. Подтянула все это дело, соединила. Вот у меня получается вот такой шовчик. У Елены Рукоделкин, по-моему, я видела такое видео, где она обматывает сначала по всей длине, а потом просто вставляет рабочую трубочку и прошивает. Но так как у меня всегда с натяжением туго, я решила попробовать обмотку и прошивку сразу.
И по мне, вроде как бы с этой задачей я справляюсь. То есть здесь я стараюсь сделать наращивание, конечно же, задней части, да, чтобы не видно это все у нас было. Так, наращу. При обмоточке место наращивания я придерживаю, да. Трубочку рабочую сплющиваю, обматываю. И так обматываю 3 раза. Обмоточку прямо туго-туго делаю, чтобы она у меня прямо ровненькая была. Вот 3. И на 4 я прошиваю. Опять кладу вверх. Ту, которую положила вверх, я из нее делаю петелечку. И вот этой рабочей трубочкой, которую обматываю, продеваю сквозь. И подтягиваю это дело. И петельку подтягиваю, и обмоточку. Все свои шовчики поправляю. Вот по мне вот такая красота. Тоже очень оригинально смотрится. И не надо мучиться шилом. Я не знаю, я не видела, чтобы девочки, конечно, делали так. Честно скажу, что-то я вот сегодня просто подумала и решила, что нужно попробовать сделать таким экспериментальным для меня методом. Вроде по мне так даже симпатично получается. Сейчас я здесь наращу, чтобы у меня тут ничего не убежало. Я вот так прищепочкой прихвачу. И еще раз показываю. Вот я прошла 1, 2, 3 круга. Вот на 4 готовлюсь. Нижняя, которой я иду прошивку, я ее кладу наискосок, да, как у меня идет рисунок мой, косичкой такой, зигзагообразный. Делаю петельку, пальчиком придерживаю и рабочей трубочкой, которая на обмотку, прохожу сквозь петельку. Трубочки со всех сторон подтянула, сравняла и иду дальше. Вот в этом месте я прям стараюсь прижать . 3 раза прошлась, опять наискосочек, петельку сделала, просунула, и подтянула. Вот такая вот красотень. Вроде и простенько, и симпатично получается. Вот так она смотрится сбоку, как объемная такая, да? Очень мне нравится такой вид изделия. Поэтому я доплету свою работу до верха. Здесь у меня будет кожаная вставочка, поэтому я пойду с одной стороны и с другой стороны. Я одну сторону закончу и покажу, как я начну со второй стороны, как я здесь сверху. Сейчас покажу.
как я вот здесь вот сверху состыкую это все, для того, чтобы мне потом, ну, не было перепада с кожей, да. Вот. Я обязательно это вам покажу. А так я пока плету с одной и со второй стороны. Ну вот, я, да, делала свою ручку. Вот такие косички у меня получились, галочки такие, да. И здесь я просто обмотала еще одним слоем. Кончик трубочки с одной стороны я просто подклеила и спрятала внутрь, а второй кончик я его просто продела через петлю и затянула. Ну, тут у меня все будет скрыто кожей, да, вот на этом расстоянии кусочек кожи будет. Сейчас я это все залакирую, оставлю на просушку. Здесь я, наверное, для... Хотя она так хорошо смотрится. Можно здесь сделать еще такие, да, уголочки. То есть закрыть и сделать крестиками. Тоже очень будет симпатично смотреться, да? Ну, не знаю, мне кажется, что не надо. Я, может быть, что-то с кожи придумаю сюда. Такое оригинальненькое, чтобы было. Ну все, теперь, когда доделаю ее из кожи, я ее залакирую, обделаю кожей, как я задумала. И обязательно вам ее покажу. Покажу я ее уже, она будет у вас на заставочке под видео с нашей ручкой. Ну, это все, что я хотела показать. Надеюсь, мой мастер-класс показался доступным, все было видно, все было понятно, как сделать такую ручку не прошивным путем, да, а именно непосредственно сразу же при обмотке. Всего доброго, смотрите видео, подписывайтесь на мой канал. Буду рада ответить на все ваши вопросы. Всего доброго, пока.